Иван Петрович Сидоров, фермер со стажем, сидел на крыльце своего дома и недоумевал. Его хряк по имени Борька уже третий день подряд рыл землю у старого сарая. Свинья выглядела одержимой. Ее рыло было запачкано в грязи, а глаза полны фанатического света. Внутри него разгоралось беспокойство, которое он не мог игнорировать. Он скрещивал руки на груди и наблюдал за Борькой, который, казалось, не замечал окружающего мира. Странно, почему его свинья так рвется в землю, как будто там хранится что-то невероятно важное. «Иван Петрович!» — послышался голос сзади. Это была Анна, его жена, с трудом скрывающая тревогу. «Почему ты просто смотришь на это? Борька явно что-то ищет». «Чего он может искать?» — недоверчиво ответил Иван. «Может, просто ностальгирует по жизни в грязи. Слышь, эта свинья на самом деле просто дразнит нас, показывая свое непонимание». Анна нахмурила лоб и указывала на свои собственные проблемы. В этом году у них не было хорошего урожая из-за засухи. Стоимость солярки за последнее время выросла до небес, а старый комбайн постоянно ломается. Каждый день они сталкивались с новыми трудностями, и еда на столе все чаще становилась предметом споров. Все это было нарастало, как снежный ком. Она уходила в дом, хлопнув дверью, и Иван остался наедине с непониманием, которое охватило его изнутри. Он уселся на лавку и задумался, чем будут завтра кормить семью. Неужели именно сейчас те самые неудачи могут его потопить? На фоне финансовых трудностей у Ивана возникла мысль о продаже земли и переезде в город, но взгляд на Борьку, который по-прежнему копал в своем безумии, заставил его задуматься над тем, что он еще может сделать. Внутри собралось беспокойство, что, возможно, в конце концов, они потеряют все. Собрав все свои силы, Иван взял лопату и тоже решил покопать. Чтобы отвлечься от проблем, он зачерпнул землю и с каждым движением начал забывать о своих невзгодах. Первые находки казались совершенно незначительными. Корни лопухов и куски битого кирпича лишь добавили разочарования к его уже подавленному настроению. Но вскоре он наткнулся на старую аптечную бутылочку и кусок ржавой проволоки, что возбудило его воображение. «Вдруг здесь есть что-то важное?» — тихо проговорил Иван сам себе и продолжал работать, в то время как Борька настойчиво подгонял его, роил землю рядом. Внутри него то шевелился страх, то разгоралась надежда. Каждое движение становилось более решительным, и он все глубже погружался в воспоминания о не столь далеких днях, когда все было проще. Он не мог позволить страху или чувству безысходности овладеть им. После нескольких часов упорного копания наконец-то обнажился старый деревянный ящик. Сердце Ивана забилось быстрее, когда он наконец осознал, что может обнаружить нечто великое. Волнение переполнило его, когда он открыл ящик, но ожидания обманули его. Внутри не было золота, как он мечтал, а лишь старые фотографии и дневник, который оказался богаче, чем он мог себе представить. Разочарование накрыло его, но он все еще не расстраивался, ведь дневник мог оказаться важным. Вскоре в дом к ним пришел Виктор Орлов из агрохолдинга «Агрогоризонт». Он, облаченный в строгий костюм и с деловым выражением лица, предложил Ивану деньги за землю, целых 5 миллионов рублей. В его глазах сверкали интерес его и скрытая надежда. «У вас шансы продать землю и уложиться в бизнес», — произнес он, глядя на ящик и не выказывая интереса к его содержимому. «Это неплохо для начала новой жизни, как вы считаете?» С Анной они обсудили это предложение, но Иван чувствовал, что дело нечисто. Он не мог избавиться от ощущения, что Орлов присматривался к ним как хищник, оценивающий свою жертву. После того, как Виктор ушел, Анна не могла успокоиться. Ее разум мечтал о деньгах и возможности обеспечить семью. К вечеру Иван снова открыл дневник Прохора Ефимовича Захарова. Тот писал о своей страсти к земле, о том, как важно бережно относиться к ней.
Прохор работал над созданием нового сорта пшеницы, устойчивого к засухе, и назвал его «Жар-птица». Этот сорт картофеля за такие годы стал надеждой для многих, кто не смог спастись от засухи. Он спрятал семена под сараем, чтобы сохранить их в безопасности, используя трюфельное масло как консервант. Иван задумался. Неужели Борька нашел трюфели, которые издают запах, схожий с тем, что хранилось в ящике? В этом он находил внутреннюю интуицию. Возможно, именно это и стало спасительным кругом для них. В тот момент, когда каждый из своих мыслей, Иван получил звонок. Это был Орлов. «Если вы отклоните еще одно наше предложение, — сказал он в трубке, — вам будет очень плохо». Это прозвучало как угроза. Иван почувствовал, как у него пересохло во рту. Чувствовалось, что чиновник начинает давить на него, и эта темная тень пугала его больше, чем он мог выразить словами. На фоне всего происходившего у него возникло желание говорить откровенно, с Орловым. Несмотря на все, Иван решил держать ситуацию под контролем. Когда Орлов вновь пришел с предложением, на этот раз 10 миллионов рублей, Иван колебался, понимая, насколько это было заманчиво. «Ты сможешь покрыть все долги и жить безбедно», — настаивала Анна, в ее взгляде читалась надежда, но что-то в душе подсказывало. Это выход из тяжелой ситуации. Иван же верил в свои корни и наследие, вложенные в землю, на которой они жили. С каждой новой ссорой крепла его вера в то, что они должны остаться. Однажды, оставшись наедине с мешочком семян «Жар-птица», Иван не знал, как быть. Созерцая его, он понимал, что рискует не только деньгами, но и их любовью и доверием со стороны Анны. Хлопья душной ночи давили на грудь. Сделав глубокий вдох, он наконец-таки осознал, что этот выбор имеет значение государства. У него не было других путей. Иван вновь обратился к дневнику Прохора. Он читал о жизни, о страсти людей к земле и о том, как важен труд, вложенный в каждое зерно. Его человечность и вера в работу пробуждали в нем чувство надежды и ярко выраженной веры в свои силы. Словам старика было свойственно успокаивать. Он чувствовал силу в застывших семенах, которые несут новую жизнь, и решил верить в свой выбор. Он готов был рискнуть всем ради этого куска земли, который стал частью его души. Тем временем Анна также гадала о своем решении. Она думала, что на 10 миллионов можно решить все проблемы. Размышляя о том, как они могли бы жить безбедно, она чувствовала себя подавленной и бесслезной. Между ними возникла стена непонимания, которую Анна не знала, как разрушить. Утром неловкость царила в доме, а вместе с ней и глубокое молчание. Иван вышел на кухню, где Анна готовила завтрак. Она ставила перед ним тарелку с яичницей, не глядя на него. В воздухе витало напряжение, которое они оба пытались игнорировать. Он пытался поговорить, но Анна прерывала его, подчеркнув, что все уже сказано. Анна открыто высказывала недовольство финансами, трудностями в семье и отсутствием радости. Иван осознавал, что поставил на кон не только деньги, но и их любовь и доверие. С каждой минутой давление на них росло. В доме царила напряженная атмосфера, как будто стены сжимались, и Иван понял, что Орлов пытается уничтожить его репутацию. Для него это было настоящим ударом, и после этого он решил проверить семена, которые нашел в ящике. Попробовав зерно, он увидел, что они живые и полны потенциала. Это дало ему надежду, и он верил в возможность спасения. Вскоре он решил, что будет сажать эти семена, даже если у него не было никакой поддержки. Но неожиданно к ним в дом приехали чиновники из отдела опеки. Зоя Валентиновна Крылова и Павел Игоревич Сомов представились как серьезная угроза. Они утверждали, что семья находится в социально опасном положении. И это не могло не напугать Ивана и Анну. В процессе инспекционной проверки они осмотрели дом, фиксируя его бедность и отсутствие удобств.
Эти действия воспринимались как унижение и оскорбление со стороны внешних людей. Анна, стоя окаменевшая и ожидая, как будет дальше, наблюдала за процессом, собирая все свои силы. Неожиданный взрыв в ванной во время инспекции добавил новую жуть к их ситуации. Это привело к дополнительному стрессу и усиливало страх, заставляя семью почувствовать себя обескураженной. Все события разворачивались словно в каком-то кошмаре, и они оба с Иваном вспомнили об итогах своих решений. Крылова указала на антисанитарные условия в доме Анны. Ее глаза сверкали в надежде, что она сможет доказать свою позицию. Анна, защитив свою семью, отказалась сдаваться. Она стала лучше понимать, за что она боролась. И ее внутреннее смятение начинало трансформироваться в решимость. Крылова, не останавливаясь, сообщила о критическом финансовом положении семьи, предлагая пересмотреть отношение к предложениям инвесторов и угрожая контролем. Они должны были принять важные решения, и отказ продать землю теперь рассматривался как преступление. Беспомощность нарастала. Отказ продать землю, как им показалось, теперь может привести к немыслимым последствиям. Контроль со стороны опеки может превратить жизнь в настоящий ад, и Иван и Анна поняли, что их загнали в угол. Однажды, спокойно обсуждая свои активы, Анна рассмотрела вариант, что необходимо продать Борьку, чтобы покрыть долги и показать активность. Иван противился этой идее, но Анна настойчиво подводила его к мысли, что им нужно действовать, иначе они потеряют все. Когда перекупщик пришел, чтобы купить Борьку, тяжелое бремя легло на сердце Ивана. Чувства предательства терзали его. Но Анна твердо вела переговоры, и это открыло новые горизонты. Когда они сделали сделку, это принесло некоторые деньги, которые помогли погасить долги и подготовиться к зиме. Семья выживала, экономя на всем. Каждый день был похож на предыдущий, но у них появилась надежда. Иван готовился к севу, изучая дневник Прохора Захарова, наполняясь верой в то, что новый урожай может стать настоящим спасением. На удивление, пшеница «Жар-птица» росла быстро и обильно, несмотря на засуху. К моменту, когда пришла весна, соседи были поражены тем, как удачно растет поле Ивана. Они не могли поверить, что такой урожай возможен в их непростой ситуации. Вскоре даже Орлов осознал свое поражение и уехал, не оставив никакой надежды на возврат. Успех и призвание пришли к Ивану и его семье. Урожай превосходил ожидания, и зерно оказалось высокого качества. К Ивану начали обращаться агрономы и ученые, желая работать с этим урожаем и подписывая контракты на продажу семян. Семья расплатилась с долгами и смогла ремонтировать свой дом. Все те лишения, которые они терпели, начинали выглядеть не так страшно. На горизонте снова появилась свинья. Перекупщик вернул Борьку, который оказался неприспособленным для племенной фермы. Иван и Анна счастливо встретили его, щебеча от радости. Они ощутили, что, несмотря на все невзгоды и испытания, их семья вновь соединяется. Этот опыт помог им осознать, что даже при самых тяжелых периодах жизни вера и любовь могут сплотить их, и даже обычный хряк, как Борька, может стать их спасителем. Теперь они знали, что мечты сбывались, и с новым началом у Ивана и Анны появилась надежда на светлое и лучшее завтра. Их жизнь вновь обрела гармонию, а затишье принесло не только финансовую стабильность, но и радость семейных моментов.